Доброго времени суток подписчикам, гостям моего канала. Меня зовут Ирина Земская, вы на канале Амигурумка. Сегодня я хочу вас познакомить с дракончиком. Зовут его Лавруша. Видео вы уже видели с ним. Вот такой дракончик у меня связался. Кому интересно, остаемся, смотрим и вяжем со мной. Для вязания дракончика нам понадобится основная пряжа. Это я вязала из Cotton Gold от Alize в 100 граммах 330 метров. Цвет у меня 446 и зелененький 330. Это будет основной цвет тела. Это у меня пойдет на крылышки. Вот. Будут как листочки. И здесь на кончик хвоста тоже эти листочки. Потому что у нас будущий год, это год деревянного дракона. И мне вот захотелось, да, это как водяной такой дракон, голубенький. А это будет больше похож на дерево. Также еще нам понадобится цвет для когтей, рог, пупырышек. Хотя этот цвет можно заменить, да, можно любым цветом сделать пупырышки. Можно их и белыми сделать, и зелеными. Или, как у меня, они будут коричневые. Это цвет капучино, номер 187. Пряжа детская новинка. 200 метров в 50 граммах. Также белая пряжа. Можно взять детскую новинку. Я буду сейчас вязать из детской новинки. Белая, такой же метраж, 200 метров в 50 граммах. А здесь я вязала джинсом. Можно сказать, оно одинаково по размеру. У меня так получается, потому что я то слабо, то очень туго вяжу. Если джинсом, то можно потуже. Если детской новинкой, можно послабее. Животик все равно мы будем подгонять под размер, потому что все мы вяжем по-разному. Плотность вязания у всех разная. Поэтому это все будет примеряться примерно, да, чтобы животик доходил почти до хвостика. Также его можно в натяжку пришить. Что нам еще понадобится? Нам понадобятся глаза. Глаза у меня 10 миллиметров. Такие разные. Какие подойдут, я пока не знаю. Все это будет потом в конце примеряться, подбираться. Потому что глазами, да, если взять даже вот такие глаза, представьте, если бы у него были такие. Да, они красивые. Они такие драконьи, красные, но они ему совсем не пошли бы. Поэтому глаза подбираем цвет индивидуально для своего дракончика, подходящий цвет. Как всегда, нам понадобится крючок. У меня номер 2. Фокус не хочет работать. 2 миллиметра. Ножницы. Игла маленькая с большим ушком для пришивания. Также для утяжки будет удобнее использовать иглу подлиннее. У нас здесь будет утяжка для глазок. Также нам понадобится проволока. Не очень толстая, но чтобы она хорошо держала форму. Потому что он у нас каркасный. Проволока идет с пальчиков. Сюда-сюда. Здесь соединяется. Ручки соединяются. И все это идет в голову. В хвостике каркаса нет. Он у нас так просто. Также наполнитель. И клей. Кажется, все. Да, маркер. Обязательно маркер. Это любая ниточка контрастного цвета. Я использую черную, потому что мы будем следить за маркером. Игрушка у нас вяжется
по спирали. Круги мы не замыкаем. Швов у нас нету, ничего не заметно. По спирали без воздушных петель подъема. Они у нас будут только здесь, где мы вяжем поворотными рядами. Так же самое здесь, ну и ушки. Везде, везде, везде мы вяжем все по спирали. Еще один такой момент. Вот, например, при вязании когтей у меня здесь была детская новинка. Так же самое, как и здесь, будет в этом дракончике. Но можно взять еще тоньше пряжу. От этого будет еще интереснее. Ну, будут вот такие когти прям маленькие-маленькие, остренькие, тоненькие. Ну и рожки так же самое, они будут поуже, да. Но, мне кажется, они не испортят его. Но если вдруг захочется, чтобы рога были большие, у вас тонкая нитка, да, можно связать в две. Ну или так оставить, вот как у меня в моем варианте. Так, по материалам вроде бы все сказала, ничего не упустил. Наполнитель говорила, нет, наполнитель нужен. Глаза подберем 10 миллиметров, но опять же, да, все мы вяжем по-разному. Если у вас пряжа будет толще, понятно, у вас глаза будут больше. Поэтому, возможно, вам понадобится не 10 миллиметров, а 12 миллиметров глаза. То же самое, если наоборот. Если дракончик будет вязаться из тонкой пряжи, то глаза, понятно, нужны будут поменьше. Возможно, 8 миллиметров. Или, ну, в принципе, можно и огромные зрачки ему сделать. Ну, все, приступим к вязанию. Вяжем ручки коричневой пряжей. Начнем вязание с пальчиков. Первым вяжем большой пальчик. Я набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. При вязании второго ряда я начальную ниточку буду ввязывать в ряд, чтобы она не путалась и закрепилась получше. Дальше второй и третий ряд мы вяжем без изменений 6 столбиков по кругу. Провязали 2 ряда. Всего пальчик состоит из 3 рядов. Сделали соединительный столбик, закрепили ниточку и обрезали. Пальчики не набиваем. Так, один пальчик у нас большой готов. Теперь вяжем основные пальчики. Этот пальчик мы будем ввязывать потом в процессе. Почему он большой? Потому что он будет служить как бы большим пальчиком. Хотя по размеру он маленький. И сейчас мы будем вязать пальчики не из 3, а из 4 рядов. Так же само набираем 2 воздушные петли. Во вторую от крючка провязываем 6 столбиков. Первый ряд готов. И дальше со 2 по 4 ряд 3 ряда вяжем без изменений. По 6 столбиков в каждом ряду. Провязали 4 ряда пальчика. Делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Это на одном пальчике. Вот. А на втором пальчике нить не закрепляем, не обрезаем. Мы будем собирать эти 2 пальчика вместе. Для сборки
возьму маркер, провязываем в этот пальчик, на котором мы вязание закончили, 1 столбик, берем второй пальчик, провязываем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 5 столбиков по первому пальчику. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 руки вяжутся по-разному, так как мы будем ввязывать пальчик. Третий. Запрячу кончик нитки. Так, мы будем с вами вязать правую руку. На левую руку описание под видео смотрим. Именно как ввязывать пальчик. Только этим ручки отличаются. Так. Ставим маркер, провязываем 2 столбика, 1, 2, берем наш большой пальчик, который маленький, вяжем по пальцу и ладони вместе 2 столбика, вставляем крючок вовнутрь пальчика и выводим его наружу, и вводим в ладошку и провязываем вместе. Вот так. Это 1 столбик. Ну, теперь таким же образом второй. Вот так ввязали пальчик. Дальше по ладошке вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду, когда мы соединяли 2 пальчика, у нас было 12 столбиков в ряду получилось. И во втором ряду при ввязывании 3-го пальчика у нас также само остается 12 столбиков. Количество не меняется, потому что мы никаких прибавок не делали. Мы просто прошлись по пальчику
2 столбиками. А вот в третьем ряду у нас уже количество петель поменяется, потому что мы будем вязать по петлям большого пальчика. Так, второй ряд готов. В ряду 12 столбиков вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, и по пальчику вяжем 4 столбика. Уже не вот здесь, как мы вязали вот здесь, а именно по пальчику, вот так в обход. Один, 2, 3, 4. И дальше по ладошке вяжем 8 столбиков. Провязали ряд. В ряду у нас 14 столбиков. Дальше вяжем 4-й ряд. В 4-м ряду провязываем убавка 5 столбиков. Повторяем 2 раза. Убавка, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Снова убавка и 5 столбиков. 5. Так, в ряду у нас получается 12 столбиков. Для рук делаем каркас 11 сантиметров, отрезок проволоки. Делаем петельку примерно около сантиметра. Вот так загибаем и изолируем. Я буду это делать изолентой. Можно изолировать лейкопластырь, как вам удобно. Много не накручиваем, толстую намотку не делаем. И вставляем. Так, вставили. Продолжаем вязание. Вяжем 5-й ряд, 2 столбика убавка, повторяем так 3 раза. 2, убавка. 1, 2. Провязали 5-й ряд. В ряду у нас 9 столбиков. Берем наполнителя немножко и чуть-чуть набьем лицевую часть. Вот здесь, не ладошку, здесь немножко добавим наполнителя. Вот так.
чуть-чуть придать кругленькую форму. Почти незаметную, но она есть. Дальше вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. И 2 столбика до конца ряда. 1, 2. В ряду у нас получается 10 столбиков. Дальше с 7-го ряда по 16 ряд вяжем без изменений 10 столбиков, 8 столбиков в ряду. Вяжем 10 рядов по 8 столбиков. Провязали 10 рядов, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Вот правая ручка готова. Левую вяжем также. Она отличается только 2-м и 3-м рядом привязывания пальчика. Описание, как я говорила, внизу под видео. Вот такие ручки у нас получаются. Вяжем большой палец ноги. Он у нас будет в средней. Набираем 2 воздушные петли и во вторую от крючка провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затянули. Во 2-м ряду провязываем 4 столбика по кругу без изменений. 1, 2, 3 и 4. 4-й пальчик до конца не довязываем. Вот он, 4-й. Крепим коричневую ниточку. Ниточку поменяли, цвет нити. Капучино обрезаем. Дальше будем вязать коричневым. Заканчиваем 4-й столбик. В 3-м ряду провязываем 4 прибавки. Одна, вторая, ой, одна прибавка, вторая, третья, и 4-я. И у нас получается в ряду 8 столбиков.
четвертом ряду провязываем 1 столбик прибавка, повторяем так 4 раза. 1 столбик прибавка. В ряду у нас получается 12 столбиков. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду провязываем 12 столбиков по кругу. Провязали 5-й ряд. Пока вязание отложили, подготовим каркас. Отрезаем проволоку примерно 29 сантиметров. Она у нас будет идти с большого пальчика через все тело и войдет в шею. Такую длинную проволоку мы вставляем только в одну ногу, в любую, или в правую, или в левую, без разницы. На второй ноге у нас проволочка будет покороче, сантиметров 15. Подготовили, сделали петельку, пока отложили и вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 2 столбика, убавка, и так повторяем 3 раза. 2 столбика, убавка. В ряду у нас получается 9 столбиков. Сейчас вставим каркас и немножко набьем пальчик для того, чтобы каркас держался получше. Хотя, в принципе, да, давайте еще 1 ряд провяжем и потом вставим каркас. Так будет проще, чтобы не держать его руками во время вязания. Так, вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду вяжем без изменений 9 столбиков. 1, провязали 7-й ряд. Теперь вставляем каркас и набиваем немножко пальчик. Совсем чуть-чуть. Делаем соединительный столбик. Закрепляем и обрезаем. Вот так. Для того, чтобы дальше было удобнее вязать нам, да, мы можем каркас вот так просто скрутить его, и он не будет мешаться. И потом, когда будем продвигаться по каркасу, мы его будем просто расправлять. Так будет удобнее, а то можно себе глаз выколоть. Все, большой пальчик готов. Вяжем ноги. Начинаем пряжей капучино. Вяжем пальчики. Маленький пальчик. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую от крючка провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затянули. Второй ряд также само вяжем 4 столбика. И я еще ввяжу ниточку. 1, 2, 3. 4-й столбик до конца не довязываем. Вытащили петельку и крепим, обрезаем
и крепим коричневую нить. Ниточку прикрепили, и теперь заканчиваем 4-й столбик уже другим цветом. Так, 3-й ряд. Я поставлю маркер. В 3-м ряду провязываем 4 прибавки. 1, 2, 3 и 4. В ряду у нас получается 8 столбиков. 4-й ряд. Вяжем 3 столбика прибавка, повторяем 2 раза. 1, 2, 3, прибавка, и еще 1 раз 3 столбика прибавка. В ряду у нас получилось 10 столбиков. В 4-м ряду вяжем без изменений 10 столбиков по кругу. 1, 2. Провязали 5-й ряд. Теперь делаем каркас. Примерно около 5 сантиметров отрезаем проволочку, изолируем ее, делаем петельку, изоляцию и будем вставлять в пальчик. В маленькие пальчики мы вставляем короткие, такие небольшие каркасы. Дальше вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 2 убавки, 1, 2, столбик, теперь попробуем каркас вставить. Вот, теперь не выпадет. И снова 2 убавки, 1 столбик. Один. В ряду у нас получилось 6 столбиков. Таких пальчиков вяжем 2 штучки. На первом пальчике делаем соединительные столбики, ниточку обрезаем, на втором пальчике нить оставляем. Мы будем собирать пальцы вместе. Собираем пальчики вместе. Вяжем ножку. Берем маленький пальчик, на котором мы нить не обрезали. Начинаем вязать по нему. Провязываем 1 столбик. Дальше берем большой палец, по большому провязываем
4 столбика. Один, два, три, четыре. Берем второй маленький пальчик и по нему провязываем 6 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше вяжем снова по большому пальчику, провязываем 5 столбиков. Один, два, три, четыре и 5. И по маленькому пальчику 5 столбиков. Один, два, три, четыре, пять. В ряду у нас получается 21 столбик. Пока сейчас вязание отложим в сторону и скрепим между собой каркас. Вот так располагаем пальчики, боковые загибаем. Вот так выходит. И изолируем.
можно запрятать ниточки, чтобы не мешались. Вот такой у нас первый ряд получается. Вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 21 столбик по кругу. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, убавка, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка, 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Убавка. Один столбик. В ряду у нас получается 18 столбиков. Четвертый ряд вяжем без изменений 18 столбиков по кругу. Пятый ряд. В пятом ряду провязываем 4 столбика, убавка. Повторяем так 3 раза. Убавка. В ряду у нас получается 15 столбиков. Так, вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 3 столбика, убавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3, убавка. В ряду у нас получается 12 столбиков. Так, теперь это у нас будет низ, это у нас будет верх. Вверх немножко набьем. Чуть-чуть. Сделаем горбиночку маленькую. Низ не набиваем, только верх. Вот так. Немножко. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду провязываем 12 столбиков по кругу. Провязали седьмой ряд. Теперь будем ввязывать пятку. Так, я поставлю маркер. Провязываем 6 столбиков.
1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. Вяжем в обратную сторону. Провязываем убавку. Я просто пропускаю один столбик предыдущего ряда. Убавка. 3 столбика. 1, 2, 3 и снова убавка. Также пропущу петельку. Вот она, одна петелька. Я буду вязать во вторую. Это получается мы вяжем с заходом на следующий ряд. Вот у нас маркер здесь стоит. Мы на одну петельку смещаемся. Убавка. Воздушная петля. Снова поворот. Вяжем в обратную сторону. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, поворот, убавку провязываем, 1 столбик и снова убавку. Воздушная петля, поворот. И вот тут у нас получается 3 столбика. Мы их все вместе провяжем. Одна петелька вытащили, вторую петельку вытащили и третью петельку вытащили. И все вместе вот так провязали. Такой тройной убавкой. Эта тройная убавка у нас будет первым столбиком потом в следующем ряду. Но пока вяжем. Вот эта убавка у нас есть. Можно поставить маркер. Теперь здесь по боку нам надо набрать, не набрать, а провязать 2 столбика. В любое место можно провязывать, главное, чтобы не было больших дыр. И я согну вот здесь каркас, потому что неудобно. Вот так. И чтобы он в натяг не был здесь, пятка, чтобы вот так его прикрывала. Так, 2 столбика по краю, по боку. Один я провязала, теперь второй. 2 столбика есть. Так, по передней части, по которой мы не вязали, провязываем убавку. Убавка. 1 столбик. И убавка.
так же самое здесь по боку набираем 2 столбика, провязываем 1 и так, ну пусть будет здесь 2, вот так. Здесь у нас тройная убавка, мы ее учитываем, но провязывать сейчас не будем. Ставим маркер, и она у нас будет первым столбиком в ряду. Это убавка. Вот такая пятка у нас получается. В ряду у нас получается 8 столбиков. Дальше вяжем 10 ряд. Убавка. Вот в эту тройную убавку. И рядышком убавка. 2 столбика. Один, 2. Две прибавки. Одна прибавка. И вторая прибавка. Прибавки у нас проходят впереди. Вот они у меня здесь. Как бы сбоку они не должны быть. Поэтому корректируем ряд. Делаем убавки впереди. Ой, прибавку впереди, а убавка, чтобы шла сзади. И у нас таким образом загнется ножка вперед. В ряду у нас получается 9 столбиков. Вяжем 11 ряд. Убавка. Два столбика. 1. 2. 2 прибавки. Вот они впереди у нас получается. Одна прибавка, вторая прибавка. Один столбик. И убавка. Тут еще не совсем видно, но ножка вперед идет, загибается. И дальше с 12 по 14 ряд мы вяжем без изменений 9 столбиков в ряду. 3 ряда вяжем ровно. Провязали 3 ряда. Теперь вяжем 15 ряд. Провязываем 1 столбик. Убавка. Один столбик. 2 прибавки.
вторая, 2 столбика, 1, 2, и провязываем убавку, заходя на следующий ряд. Вот так. Убавка. В ряду у нас получается 9 столбиков. Вяжем 16 ряд. Провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, и делаем 2 прибавки со столбиком с накидом. Делаем накид и провязываем 1 столбик, в эту же петельку второй. Вот такая прибавка из столбиков с накидом. Так же само вяжем вторую. 1, 2. И до конца ряда провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. В ряду у нас получается 11 столбиков. Вяжем 17 ряд. Провязываем вот здесь сзади, где мы всегда убавки делали. Теперь мы здесь провязываем 3 столбика в одну петельку. Такая тройная прибавка. 1, 2, 3. Все в одну петелечку. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. 2 убавки. 1, 2. Чтобы легче было вязать, можно немножко каркас согнуть. И до конца ряда так 2 убавки. Я 2 провязала. 1, 2, 3. Да, все правильно. Запуталась уже. Так, провязали 2 убавки и до конца ряда вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. В ряду у нас получается 11 столбиков. Вяжем 18 ряд. Провязываем 1 столбик, 1, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3, 2 убавки, 2 убавки идут по переду. Убавка 1 и убавка 2.
2 столбика до конца ряда. В ряду у нас получается 10 столбиков. Вот уже коленочку видно, вывязалась. И вяжем 19 ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка, 2 столбика. В ряду у нас так и остается 10 столбиков, потому что мы сделали всего лишь одну прибавку и одну убавку. Количество столбиков в ряду не поменялось. Делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Если у вас очень толстая пряжа, получается крупная большая деталь, то можно будет набить коленочку, пяточку. У меня как-то оно все так торчит, плотненько вяжу, поэтому в набивке детали не нуждаются. Таким же образом вяжем вторую ногу. Они ничем не отличаются, одинаковые ножки. Вот такие.